Как одна страна взяла под контроль реку, которая кормила водой 7 штатов и 2 государства, и что из этого вышло? Плотина Гувера удерживает больше 35 кубических километров воды, а озеро Мид за ней стало крупнейшим искусственным водохранилищем в мире. Но вот чего большинство людей не знает. Колорадо сегодня не доходит до океана. Река заканчивается в мексиканской пустыне, выпитая до последней капли еще на американской стороне границы. Как американцы разрезали живую реку на части, раздали воду штатам по бумажным договорам и построили бетонную стену высотой с 70-этажный дом. Об этом дальше. В 22 году прошлого века 7 американских штатов сели за стол переговоров в городе Санта-Фе и начали делить реку, которая еще текла свободно. Каждый штат хотел как можно больше воды, и каждый приехал со своими юристами, инженерами и цифрами. Проблема была в том, что никто точно не знал, сколько воды в Колорадо вообще есть. Замеры, на которые опирались переговорщики, делались в особенно дождливые годы, с 900 по 19. Колорадо тогда нес около 22 миллиардов кубометров воды в год. Именно эту цифру взяли за основу и поделили между штатами. Аризона, Калифорния, Колорадо, Невада, Нью-Мексико, Юта и Вайоминг подписали соглашение и разошлись довольными. Никто не заметил, что реальный средний сток реки был на треть меньше расчетного. Штаты поделили воду, которой не существовало. Аризона отказалась подписывать договор еще 10 лет. Губернатор штата считал, что Калифорния получила слишком много, и был прав. Южный сосед забирал больше половины всей выделенной воды нижнего бассейна. В 1934-м, когда федеральное правительство начало строить плотину Паркер ниже по течению для нужд Калифорнии, Аризона отправила на границу вооруженную милицию и объявила войну соседнему штату. Не метафорическую. Губернатор Бенджамин Мозер подписал официальный приказ о мобилизации Национальной гвардии. Федеральный суд остановил конфликт, но Аризона продолжала судиться с Калифорнией еще 30 лет, до 1963-го, когда Верховный суд наконец вынес решение в ее пользу. Пока штаты воевали в судах, инженеры уже строили то, что должно было решить проблему раз и навсегда. Место для главной плотины выбрали в каньоне Блэк-каньон на границе Невады и Аризоны. Ущелье сужалось там до 300 метров, скальные стены уходили вертикально вниз, и река в этом месте была достаточно узкой, чтобы ее перегородить. В 28-м Конгресс принял закон о строительстве. Президент Гувер подписал его, и плотину назвали его именем, хотя сам Гувер был против этого названия. Строительство началось в 1931-м, в самый разгар Великой депрессии. На объявление о найме рабочих откликнулись более 100 тысяч человек. Со всей страны ехали люди, потерявшие все. Компания взяла 5000. Условия труда были жестокими. Летом в каньоне температура поднималась до 50 градусов, вентиляции не было. Бурильщики работали в облаке выхлопных газов от дизельных машин. Официально от отравления углекислым газом погибли 39 человек. Но в официальную статистику эти смерти записывали как пневмония, чтобы не платить компенсации семьям. Всего за время строительства погибли 112 рабочих. Бетон заливали круглосуточно, днем и ночью, 7 дней в неделю, 2 года подряд. Плотина состоит из 256 отдельных блоков, и каждый блок остывал сам по себе. Если бы залили все единым монолитом, бетон грелся бы от химической реакции и трескался. Через каждый блок пропустили трубы с холодной водой, чтобы ускорить остывание. Когда строительство закончилось в 1935-м, на 2 года раньше срока, Гувер стал самой высокой плотиной в мире – 221 метр от основания до гребня. Река за плотиной начала подниматься сразу. Озеро Мид заполнялось 7 лет. Озеро Мид заполнилось к 41-му и сразу стало главным резервуаром страны. Но одна плотина не могла решить все проблемы 7 штатов. Вода нужна была не там, где она текла, а там, где жили люди. Калифорнийская пустыня, Мохаве, пригороды Лос-Анджелеса, фермы Аризоны – все это находилось в сотнях километров от реки. Инженеры начали строить систему каналов, туннелей и насосных станций, которая по масштабу превзошла саму плотину. Калифорния первой взялась за дело.
Акведук Колорадо протянули на 380 километров через 3 горных хребта и 2 пустыни. Воду поднимали насосами на высоту 500 метров, гнали через туннели длиной по 20 километров и спускали в искусственные озера у Лос-Анджелеса. Строительство заняло 6 лет и обошлось в $220 миллионов. Огромные деньги для 30-х. Когда акведук заработал в 41-м, он перекачивал 1,5 миллиарда литров воды в сутки. Именно эта вода превратила выжженную Калифорнийскую долину в сельскохозяйственный рай, который кормит сегодня треть всей Америки. Аризона ждала дольше всех. Штат получил право на воду по суду только в 63-м, но канал до нее дотянули лишь в 85-м. Центрально-аризонский проект стал самой дорогой водной системой в истории страны. $4 миллиарда, 530 километров бетонных каналов, 14 насосных станций. Вода поднимается по этой системе на суммарную высоту почти 900 метров, как если бы ее закачивали на вершину 3 Empire State Building, поставленных друг на друга. Канал снабжает водой Финикс, Тусон и больше 300 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. Невада получила меньше всех, всего 2% от общего объема воды Нижнего бассейна. В 50-е это никого не беспокоило. Штат был почти пустым, Лас-Вегас насчитывал 20 тысяч жителей. Потом город начал расти со скоростью, которую никто не предвидел. К 90-м Лас-Вегас прибавлял по 6 тысяч новых жителей в месяц. 2% воды Колорадо катастрофически не хватало. Городские власти ввели жесткие ограничения, запретили газоны перед домами, платили жителям деньги за то, чтобы те убирали траву и заменяли ее камнями. Каждый квадратный метр убранного газона приносил владельцу $1,5 от городского бюджета. Программа работает до сих пор, и за 20 лет жители сдали под снос больше 200 миллионов квадратных метров живых газонов. Мексика в этом разделе оказалась в самом невыгодном положении. Договор 22 года вообще не упоминал соседнее государство. 7 американских штатов поделили реку между собой, не спросив страну, через которую она вытекала в океан. Только в 1944-м США и Мексика подписали отдельный договор, по которому южному соседу полагалось около 2 миллиардов кубометров воды в год, примерно 10% от того, что делили американцы. Но к 60-м выяснилось, что вода, которую Мексика получала, стала почти непригодной для использования. Американские фермеры в Аризоне промывали ею поля, засоленные от интенсивного орошения, и сбрасывали обратно в реку. К тому моменту, как Колорадо пересекал границу, концентрация соли в воде была в 7 раз выше нормы для питьевой воды. Мексиканские фермеры в долине Мехикали теряли урожаи целиком. Хлопок, пшеница, овощи гибли от засоленной воды. Дипломатический скандал тянулся 10 лет, пока в 1973-м американцы не построили в Аризоне крупнейшую в мире установку для обессоливания воды, специально чтобы выполнить договорные обязательства перед Мексикой. Система трубопроводов, каналов и водохранилищ, выстроенная за полвека вдоль Колорадо, питает сегодня 40 миллионов человек в 2 странах. Но чем больше людей зависело от реки, тем яснее становилось: воды в ней меньше, чем все рассчитывали. Договор 22 года породил одну фундаментальную проблему, которая не решена до сих пор. Воды в реке меньше, чем написано в бумагах. Штаты получили права на 17,5 миллиардов кубометров в год, а река в среднем несет 14. 3,5 миллиарда кубометров ежегодно берутся из воздуха на бумаге. В реальности их берут из водохранилищ, накопленных за влажные годы. Пока водохранилища полны, система работает. Когда они пустеют, начинается война. Первый серьезный сигнал прозвучал в 99-м. Засуха пришла в бассейн Колорадо и не уходила. Озеро Мид начало падать сначала на метр в год, потом на 2. К 2022-му уровень воды опустился до 27% от максимума. На скалах вокруг озера появилась белая полоса, след от прежнего уровня воды, который местные назвали «кольцом засухи». Эта полоса поднялась на 60 метров над поверхностью воды. 60 метров воды, которой больше не было. Федеральное бюро мелиорации в 2021 впервые в истории объявило официальный дефицит воды на Колорадо. Это означало автоматическое сокращение поставок для штатов Нижнего бассейна согласно заранее прописанным правилам. Аризона потеряла 18% своей квоты немедленно, Невада – 7%, Мексика – 5%.
Калифорния не потеряла ничего, у нее были самые старые водные права, и по американскому водному праву старые права имеют приоритет над новыми. Этот принцип называется «первый во времени», «первый в праве», и он превращает любой кризис в схватку между теми, кто успел застолбить воду раньше, и всеми остальными. Аризона и Невада потребовали пересмотра правил. Калифорния отказалась. Переговоры между тремя штатами Нижнего бассейна зашли в тупик к началу 2023-го. Федеральное правительство поставило ультиматум. Штаты договариваются сами до февраля, или Вашингтон навяжет им решение. Калифорния стояла на своем, исторические права неприкосновенны. Аризона указывала, что Калифорния потребляет воды больше своей квоты уже несколько десятилетий подряд, просто потому что другие штаты не выбирали свои лимиты полностью. Теперь, когда воды не хватает всем, Калифорния отказывается делиться тем, что фактически занимала сверх нормы. Фермеры долины Империал в Калифорнии получают воду по ценам 900-х годов, буквально по договорам столетней давности, и используют ее на орошение в одной из самых жарких пустынь континента. Долина Империал потребляет воды больше, чем весь штат Невада. Большая часть этой воды испаряется или уходит в солончак Солтон-Си, искусственное соленое озеро, которое само по себе является экологической катастрофой. Когда переговорщики предложили фермерам продать часть своих водных прав городам, те согласились, но по ценам, которые сделали бы воду недоступной для половины потребителей. Индейские племена добавили в этот конфликт еще один слой. Навахо, Хопи, Юма и десятки других народов живут в бассейне Колорадо тысячи лет, но их водные права юридически не были оформлены до конца XX века. Верховный суд постановил еще в 908-м, что индейские резервации имеют право на воду с момента своего основания, то есть их права старше почти всех остальных. Но на практике племена десятилетиями не могли добиться реального доступа к воде. Навахо, крупнейшее племя страны с территорией размером с Ирландию, до сих пор не имеют централизованного водоснабжения на трети своих земель. Люди возят воду в цистернах по грунтовым дорогам, пока в 100 километрах от них Лас-Вегас наполняет фонтаны и бассейны. К 2023-му штаты все же подписали временное соглашение о сокращении потребления суммарно на 3 миллиарда кубометров до 2026-го. Но это соглашение не решает главного вопроса. Что делать после 2026-го, когда срок договора истечет, а засуха никуда не денется? Пока юристы делили воду в судах, инженеры решали задачу, которую до них никто не решал. Как остановить реку, которая каждую весну превращалась в разрушительный поток? Колорадо в паводок нес в десятки раз больше воды, чем в засуху, сносил мосты, затапливал фермы и менял русло. Укротить такую реку означало сначала полностью осушить каньон, убрать воду из места, где веками текла одна из мощнейших рек континента. Инженеры решили проблему радикально. Они пробили в скалах 4 туннеля диаметром по 15 метров и длиной больше километра каждый, 2 с аризонской стороны, 2 с невадской. Через эти туннели реку перенаправили в обход будущей плотины. Работа заняла 16 месяцев. Бурильщики висели на тросах над бурлящей водой, закладывали динамит в скальные стены и отступали. Взрыв за взрывом, метр за метром, пока туннели не прошли насквозь. 1 ноября 1931-го воду пустили по новому пути, и каньон впервые за миллионы лет оказался сухим. То, что открылось на дне, удивило даже геологов. Скальное основание каньона оказалось твердым андезитом и риолитом, породами вулканического происхождения, способными выдержать чудовищное давление. Инженеры заложили основание плотины прямо в скалу, углубившись еще на несколько метров, чтобы убрать выветренный верхний слой. Фундамент плотины Гувера буквально вырезан в теле горы. Бетон начали заливать в июне 1932-го. Технология была разработана специально для этого проекта. До Гувера никто не строил бетонных конструкций такого размера. Расчеты показали, если залить всю плотину единым массивом, внутри образуется такой жар от химической реакции схватывания цемента, что бетон будет остывать 125 лет. За это время он растрескается и рассыплется еще до того, как примет нагрузку. Решение – заливать отдельными блоками размером не больше 15 метров в поперечнике, каждый охлаждать изнутри холодной водой через трубы, а потом заполнять швы между блоками цементным раствором под давлением.
На пике строительства в каньоне работали 5200 человек одновременно. Бетонный завод на краю каньона работал без остановки. Специальные подъемники опускали на дно бадьи с бетоном весом по 8 тонн каждая, по одной каждые 78 секунд. Рабочие разравнивали залитый бетон вручную, утрамбовывали вибраторами и немедленно подключали охлаждающие трубы. Ночью каньон освещали прожекторы. Работа не останавливалась ни на час. Жара убивала людей медленнее, чем несчастные случаи. Скалолазы, их называли верхолазами, срезали нависающие куски породы со стен каньона, чтобы те не падали на рабочих внизу. Они работали на веревках, раскачиваясь над пропастью с отбойными молотками. Несколько человек сорвались. Один рабочий упал в свежезалитый бетон и не успел выбраться. Его тело осталось в теле плотины. Эта история стала городской легендой, хотя официальные записи ее не подтверждают. Плотина росла снизу вверх неравномерно, центральная часть поднималась быстрее, чем края, потому что там блоки были уже и охлаждались быстрее. К концу 34-го сооружение достигло гребня. Последний бетон залили 1 марта 35-го, за 2 года и 2 месяца до контрактного срока. Подрядчик получил премию в размере $300 тысяч за досрочное завершение. Президент Рузвельт приехал на открытие в сентябре 35-го. Он стоял на гребне плотины и смотрел вниз на каньон, который уже начинала заполнять вода. За его спиной в машинном зале запускали первые генераторы. Плотина Гувера производила электричество еще до того, как водохранилище за ней наполнилось до рабочего уровня. Турбины крутила та самая вода, которую сбрасывали через водосбросы при наполнении озера. Первые потребители получили ток из Гувера уже в октябре 35-го, за 240 километров, в Лос-Анджелесе. Плотина Гувера содержит 2 200 000 кубометров бетона. Этого хватило бы, чтобы проложить двухполосное шоссе от Сан-Франциско до Нью-Йорка. Ее основание толще, чем высота, 360 метров в ширину у подножия против 221 метра в высоту. Верхний гребень, по которому сегодня проходит дорога, сужается до 14 метров, достаточно для 2 полос движения. Давление воды, которое плотина удерживает, эквивалентно весу 40 Empire State Building. Внутри плотины не монолитная стена, а сложный организм. 700 километров труб охлаждающей системы до сих пор проходят сквозь бетон, хотя активное охлаждение прекратили еще в 40-е. Внутри тела плотины проложены коридоры, длинные темные тоннели, по которым инженеры ходят с инспекциями. В этих коридорах постоянно капает вода. Она просачивается сквозь микротрещины в бетоне. Это не аварийная ситуация, а расчетная норма. Плотина фильтрует около 600 литров в минуту. Дренажные системы собирают эту воду и отводят наружу. Если фильтрация вдруг прекратится, это будет тревожным знаком, значит, что-то заблокировало каналы. Машинный зал плотины выглядит как собор. Высокий сводчатый потолок, ряды огромных генераторов, выкрашенных в белый цвет, арт-декоративные панели на стенах. Архитектурный стиль выбрали намеренно. В 30-е годы правительство хотело показать, что индустриальные объекты могут быть красивыми. Скульптуры у основания башен водозаборников изображают крылатых существ в стиле ацтекской мифологии. Их создал скульптор Освальд Хансен, тот же человек, что разработал общий художественный облик всего комплекса. На полу машинного зала выложена терраццо-мозаика с астрономической картой. Она показывает положение планет на момент открытия плотины в 35-м, чтобы будущие цивилизации могли точно датировать строительство, даже если забудут все другие ориентиры. 17 генераторов плотины вырабатывают 4 миллиарда киловатт-часов электричества в год. Этого хватает примерно на 1,5 миллиона американских домов. Мощность зависит от уровня воды в озере Мид. Чем выше уровень, тем больше давление на турбины, тем больше электричества. Когда озеро падает, падает и выработка. В 2022, когда МИД опустился до исторического минимума, выработка электричества на плотине сократилась на четверть по сравнению с нормой. Это немедленно ударило по ценам на электричество в Неваде, Аризоне и Калифорнии. Водосбросные тоннели плотины использовались по назначению только один раз за всю историю, в 83-м, когда необычно снежная зима дала рекордный поводок. Вода поднялась так высоко, что ее пришлось сбрасывать через аварийные водосбросы.
Огромные бетонные желоба диаметром 15 метров, уходящие в скалу. Скорость потока была такой, что бетон внутри тоннелей начал кавитировать, пузырьки воздуха в потоке схлопывались с силой взрывов и буквально выгрызали куски бетона из стен. Когда воду перекрыли, инженеры обнаружили в одном из тоннелей яму глубиной 4 метра и длиной 30. Вода выила ее за несколько недель. С тех пор тоннели выложили специальным высокопрочным бетоном, но полноценной проверки они больше не проходили. Уровень МИДа не поднимался до отметки водосбросов уже 40 лет. Безопасность плотины проверяют непрерывно. Сеть датчиков внутри бетона фиксирует малейшие деформации, температурные изменения и смещения. Плотина Гувера за десятилетия сдвинулась ровно настолько, насколько предсказывали проектировщики. Верхний гребень смещается вперед и назад на несколько сантиметров в зависимости от температуры воздуха и уровня воды в водохранилище. Летом бетон расширяется от жары, и гребень сдвигается в сторону Аризоны. Зимой сжимается и возвращается. Это движение учтено в проекте и не представляет опасности. Но каждый раз, когда туристы стоят на гребне и смотрят вниз на 200 метров воздуха до поверхности реки, они стоят на конструкции, которая медленно и непрерывно дышит. Озеро Мид при полном заполнении содержит 36 кубических километров воды. Чтобы понять этот масштаб, если взять все население Земли и дать каждому человеку ведро воды в день, озера Мид хватило бы на 20 лет непрерывной раздачи. Площадь водной поверхности — 660 квадратных километров, береговая линия растянулась на 880 километров, длиннее, чем расстояние от Москвы до Санкт-Петербурга в обе стороны. Максимальная глубина — 180 метров. Когда вода начала прибывать за плотиной в 35-м, она затопила все, что находилось в каньоне. Два небольших города, Сент-Томас и Рикс, были эвакуированы заранее. Жители разбирали дома по бревнышку и увозили все, что могли. Последний житель Сент-Томаса, фермер Клод Бёрнс, уплыл из тонущего города на лодке в мае 38-го, когда вода уже стояла у порога его дома. В засушливые годы, когда уровень озера падает, развалины Сент-Томаса появляются из воды снова. В 2022-м туристы ходили по улицам города, который 80 лет пролежал на дне. Водохранилище заполнялось 7 лет, с 35 по 41. Все это время инженеры наблюдали за поведением бетона под нарастающей нагрузкой. Давление воды на основание плотины при полном заполнении составляет около 4,5 миллионов тонн. Датчики фиксировали, как плотина медленно прогибается под этой нагрузкой, верхний гребень сдвинулся в сторону Невады на 8 сантиметров и остановился точно там, где предсказывали расчеты. Вода в озере Мид не просто хранится, она постоянно испаряется. В условиях пустынного климата Невады и Аризоны с поверхности озера ежегодно испаряется около 900 миллионов кубометров воды, примерно столько, сколько потребляет весь Лас-Вегас за 2 года. Испарение невозможно остановить. Это прямое следствие создания огромного открытого водоема посреди пустыни. Инженеры обсуждали идею покрыть часть поверхности плавающими экранами или специальной химической пленкой, но ни один проект не был реализован. Слишком большая площадь, слишком высокая стоимость. Под водой озеро Мид скрывается не только Сент-Томас. На дне лежат петроглифы, наскальные рисунки индейцев, которым тысячи лет. Часть из них была задокументирована до затопления, часть нет. Когда в 2021 уровень воды начал резко падать, на обнажившихся берегах появились вещи, которых никто не ожидал. Водолазы и случайные прохожие начали находить человеческие останки в бочках, просто на дне, в разных частях озера. К 2023-му полиция Лас-Вегаса извлекла несколько наборов останков. Один из них, найденный в металлической бочке с огнестрельным ранением, по одежде датировали 70-ми, 80-ми годами, временем расцвета организованной преступности в Лас-Вегасе. МИД десятилетиями хранил то, что люди хотели скрыть навсегда. Система управления водой в озере работает через 4 башни водозаборников, высокие бетонные колонны, стоящие прямо в воде перед плотиной. На разных высотах каждой башни расположены входные отверстия. Это позволяет брать воду с разных глубин в зависимости от уровня озера. Когда МИД полон, берут воду сверху, более теплую. Когда уровень падает, переключаются на нижние отверстия. Каждая башня оборудована решетками, которые меняют каждые несколько лет, потому что моллюски и водоросли забивают их изнутри.
Минимально допустимый уровень воды в МИДе, при котором турбины еще могут работать, отметка в 320 метров над уровнем моря. В 2022 вода опустилась до 328 метров, всего на 8 метров выше критической отметки. Если бы засуха продолжилась еще 1-2 сезона без осадков, турбины пришлось бы остановить, и плотина Гувера превратилась бы просто в стену, без электричества, без управляемого сброса воды, без возможности регулировать поток реки ниже по течению. До плотины Гувера в долине реки Колорадо жило меньше миллиона человек. Сегодня 40 миллионов. Эта разница объясняется одним словом – вода. Контролируемая, распределенная, доставленная по трубам в места, где ее никогда не было. Вода Колорадо буквально создала современный американский Запад. Феникс в 30-е годы был городком с населением 65 тысяч человек. Летом температура там поднимается выше 50 градусов, и без кондиционеров и гарантированного водоснабжения жить там могли только очень выносливые люди. Когда в 80-е заработал Центрально-Аризонский канал, и вода Колорадо пришла в долину, строительство жилья ускорилось до темпов, которые не снились никакому другому городу страны. Феникс рос на 100 тысяч человек в год на протяжении 2 десятилетий подряд. Сегодня это 5-й по величине город Америки с населением 5 миллионов в агломерации. И почти весь этот рост произошел в пустыне, где среднегодовое количество осадков составляет 200 миллиметров. Сельское хозяйство изменилось радикально. Долина Юма в Аризоне, орошаемая водами Колорадо, дает 90% всех листовых овощей, которые американцы едят зимой. Зимой, потому что климат там позволяет выращивать салат, шпинат и капусту, когда остальная страна под снегом. Каждый качан салата, купленный в американском супермаркете в январе, с вероятностью 9 из 10 вырос на поле, политом водой из Колорадо. Калифорнийская долина Коачелла производит 80% американских фиников и большую часть цитрусовых, тоже на воде из реки. Лас-Вегас стал самым радикальным примером того, что происходит, когда в пустыню приходит вода. В 41-м там жило 8 тысяч человек. Открытие казино, дешевое электричество от плотины Гувера и гарантированное водоснабжение превратили маленькую железнодорожную станцию в город с 2 миллионами жителей. Сегодня Лас-Вегас принимает 42 миллиона туристов в год, больше, чем любой другой город страны. Все эти люди пьют воду из озера Мид, моются водой из озера Мид, плавают в бассейнах, наполненных водой из озера Мид. Парадокс Лас-Вегаса в том, что при таких масштабах он потребляет воды меньше, чем любой сопоставимый по размеру американский город. После кризиса 90-х городские власти провели жесточайшую реформу водопользования. Запретили фонтаны, работающие без рециркуляции. Обязали все отели повторно использовать воду из бассейнов и систем охлаждения. Ввели прогрессивный тариф. Первые 200 литров в сутки на человека дешево, все сверх нормы, по нарастающей цене. Программа выкупа газонов убрала с улиц города больше 200 миллионов квадратных метров травы. В результате Лас-Вегас за 20 лет сократил потребление воды на треть, при том, что население за это время выросло на 400 тысяч человек. Сельскохозяйственный сектор никакой подобной реформы не прошел. 70% всей воды Колорадо уходит на орошение полей. И большая часть этого орошения происходит устаревшими методами. Фермеры пускают воду по открытым канавам между рядами посевов, и половина испаряется или уходит в грунт до того, как достигает корней. Капельное орошение, при котором экономится до 70% воды, используют меньше трети аризонских фермеров. Причина простая. Вода для сельского хозяйства субсидируется государством и стоит в десятки раз дешевле, чем для городских потребителей. Когда вода почти бесплатная, никто не считает, сколько ее тратит. Калифорнийский Лос-Анджелес получает воду из 3 разных источников: Колорадо, горной системы Сьерра-Невада и местных подземных водоносных слоев. Колорадо лишь треть от общего потребления, но именно эта треть стала критически важной в засушливые годы, когда горные снежники тают раньше времени и дают меньше воды. Город с населением 4 миллиона человек полностью зависит от того, сколько снега выпадет в горах за 1000 километров от него и сколько воды удержит плотина в каньоне посреди пустыни. Трансформация пустыни в обитаемое пространство потребовала не только воды, но и электричества для насосов, кондиционеров, опреснительных установок.
И почти все это электричество поначалу тоже давала плотина Гувера. Один объект запустил цепную реакцию, которая изменила демографию целого континента. Колорадо перестала достигать океана в 1968. Не в результате катастрофы, не из-за землетрясения или засухи, просто в какой-то момент Штаты и Мексика суммарно начали забирать из реки больше, чем в нее поступало. Река, которая миллионы лет несла воду в Калифорнийский залив, теперь заканчивается в мексиканской пустыне Сонора грязной лужей, которая исчезает в песке за несколько километров до берега океана. Дельта Колорадо когда-то была одной из богатейших экосистем Северной Америки. 800 тысяч гектаров тростниковых зарослей, протоков и болот, место гнездования миллионов птиц, нерестилище рыбы, дом для ягуаров, которые жили здесь еще в начале 20 века. Племя Кокопа существовало в дельте тысячи лет, питаясь рыбой из реки и выращивая урожаи на илистых отмелях после паводков. К 80-м от дельты осталось меньше 5%, все остальное превратилось в растрескавшуюся солончаковую пустыню. Кокопа потеряли источник пропитания полностью. Татаба, огромная рыба длиной до 2 метров, которая нерестилась в устье реки, оказалась на грани исчезновения, потому что пресная вода, необходимая для нереста, перестала поступать в залив. Плотины изменили не только количество воды, но и ее качество и температуру. Колорадо выше плотины Гувера несла теплую мутную воду, богатую взвешенными частицами ила. Именно этот ил тысячелетиями удобрял пойму реки и строил дельту. Вода, выходящая из турбин плотины, берется с большой глубины, где температура постоянна и составляет около 10 градусов, на 20 градусов холоднее, чем была раньше. Рыба, которая эволюционировала в теплой реке, не может жить в холодной. 4 из 8 видов рыб, эндемичных для Колорадо, сегодня находятся под угрозой исчезновения. Горбатый сазан, рыба, пережившая динозавров, сохранился в дикой природе в количестве нескольких сотен особей. Ил, который раньше доходил до океана, теперь оседает на дне водохранилищ. Озеро Мид ежегодно накапливает около 170 миллионов тонн осадков. За 90 лет дно водохранилища поднялось, часть объема, который когда-то вмещала вода, теперь занимает спрессованный ил. Это необратимо. Никакой технологии промывки водохранилища такого размера не существует. Через несколько сотен лет МИД заилится настолько, что перестанет функционировать как резервуар, и тогда плотина превратится в препятствие без смысла. Изменение климата ускоряет все эти процессы. Температура в бассейне Колорадо за последние 100 лет выросла на 1,5 градуса, и каждый градус означает больше испарения, меньше снега в горах, более ранний поводок и более долгую засуху. Исследования Университета Колорадо показывают, каждый градус потепления сокращает сток реки примерно на 9%. При прогнозируемом потеплении еще на 2 градуса к концу века река потеряет еще 18% своего стока, в дополнение к тому, что уже потеряла. В 2023 группа ученых опубликовала исследование, которое вызвало панику в правительственных кабинетах 7 штатов. Согласно расчетам, даже если все штаты выполнят временное соглашение о сокращении потребления до 2026-го, этого недостаточно. Чтобы стабилизировать уровень озера Мид, нужно сократить суммарное потребление воды из реки на 4 миллиарда кубометров в год. Это больше, чем весь годовой лимит Аризоны. Фактически это означает, что один из штатов должен полностью отказаться от своей доли, или все должны урезать потребление настолько, что часть сельскохозяйственных угодий придется забросить. Забросить поля значит уничтожить экономику целых округов. В долине Юма, где выращивают зимние овощи для всей Америки, фермеры уже получают от федерального правительства деньги за то, чтобы не сажать урожай и не поливать поля. Программа называется «Fallowing» — временный вывод земли из оборота. Фермер получает компенсацию, поле пустует, вода остается в реке. В 2023 по этой программе было выведено из оборота около 50 тысяч гектаров. Это помогло поднять уровень МИДа на несколько метров, но одновременно подняло цены на овощи в американских супермаркетах на 20%. Система, которую строили 100 лет как решение всех проблем, сама стала проблемой, из которой нет простого выхода. В 2012-м экологи провели эксперимент, который не проводился никогда раньше.
Мексика и США договорились временно выпустить в реку дополнительный объем воды, достаточный, чтобы Колорадо снова дошла до океана. Это называлось импульс течения, имитация естественного весеннего паводка. Воду пустили в марте 2014-го. Она шла 8 недель. Впервые за 40 лет река добралась до Калифорнийского залива и смешалась с морской водой. Ученые стояли на берегу океана и снимали на видео тонкий поток мутной коричневой воды, ползущий по растрескавшейся дельте к морю. Через несколько дней после того, как эксперимент закончился и воду снова перекрыли, река отступила. Дельта снова стала пустыней, но за те 8 недель произошло кое-что неожиданное. Семена растений, годами лежавшие в иссохшей почве дельты, проросли. Тростник поднялся там, где его не было десятилетиями. Птицы вернулись, орнитологи насчитали больше 70 видов, которых не видели в дельте много лет. Рыба зашла из залива в пресную воду. Почва, пропитавшаяся водой, выпустила споры грибков, которые запустили цепь восстановления экосистемы. Через год после эксперимента спутниковые снимки показали, участки дельты, через которые прошел поток, стали зеленее на 30% по сравнению с соседними районами, куда вода не дошла. Река помнила, как быть живой, ей просто не давали. Этот эксперимент дал ответ на вопрос, который экологи боялись задавать. Можно ли восстановить дельту? Технически да, но для этого нужно отдать воде то, что сейчас забирают люди. А 40 миллионов человек, зависящих от реки, не готовы к этому. Вопрос, который звучал в самом начале, как Америка разрезала реку и построила плотину, удерживающую миллиарды галлонов, имеет точный ответ. Это заняло 100 лет, стоило жизни 112 рабочим, потребовало судебных войн между штатами, дипломатических скандалов с Мексикой и переселения тысяч людей. Результат — крупнейшая инфраструктурная система в истории западного полушария, которая обеспечивает водой и электричеством территорию размером с Западную Европу. И одновременно уничтоженная дельта, 4 исчезающих вида рыб, иссохшее озеро и договоры на воду, которые не существуют. Плотина Гувера простоит еще несколько сотен лет, бетон не собирается никуда деваться. Но система, выстроенная вокруг нее, держится на предположении, что вода будет всегда. Это предположение оказалось ложным еще в момент подписания договора 22 года. Просто никто не знал этого тогда, и мало кто хочет признавать сейчас. В 2024-м уровень озера Мид начал медленно подниматься. 2 снежных сезона подряд дали рекордные осадки в горах. Интересно, сколько еще секретов скрывает под себя река? Если вам понравилась эта история о плотине Гувера и ее последствиях, загляните на наш сайт whiteori.com по ссылке в описании, там вас ждут еще более захватывающие статьи и видео. Политики объявили, что кризис миновал. Ученые предупредили, что 2 хороших года не отменяют долгосрочного тренда. Потребление воды в Штатах выросло обратно почти до прежних уровней. Как только угроза немного отступила, временные ограничения начали размываться. Колорадо продолжает течь. Она начинается в скалистых горах Вайоминга на высоте почти 4000 метров, проходит 2300 километров через 7 штатов, прорезает Большой каньон, упирается в плотину Гувера, выходит из турбин холодной и чистой, течет дальше через Аризону и Калифорнию, пересекает мексиканскую границу и заканчивается в пустыне, не дойдя до океана последних 100 километров. Там, где раньше была дельта, сейчас стоят солончаки и трескается земля. Море в 100 километрах не знает, что когда-то река приходила к нему каждую весну с горами ила и пресной воды. Самый большой искусственный резервуар в мире, самая высокая плотина своего времени, крупнейшая система каналов на континенте — все это построено для того, чтобы контролировать реку. Река заканчивается в песке. Это и есть цена контроля.